Всем привет! Вы, как всегда, на своем любимом канале «Ремонт лодочных моторов. Город Уссурийск». Меня зовут Дмитрий, это Раф, наш помощник. И у нас сегодня на обзоре и на ремонте 3 двухтактных лодочных мотора Yamaha 5. 1, 2 и 3. Они даже подписаны. Эти моторы нам привез один очень известный в нашем любимом городе Уссурийске человек, и не только в Уссурийске, владелец YouTube канала Сергей Митягин Уссури Синема, который недавно получил свою заслуженную серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков на канале. Давайте все вместе перейдем на его канал, поздравим его и напишем добрые слова. Если вы не слышали про его канал, он увлекается горной рыбалкой, сплавами по горным рекам. Посмотрите на состояние грибных винтов. Здесь вообще киль погнулся. Все 3 винта Сергей попросил заменить. Киль подровнять или восстановить. Моторы обслужить. И с мотором номер 1 есть проблема. Он плохо тянет. Будем разбираться. Мотор номер 1 2009 года выпуска. У него наклейки старого образца. Они отличаются от мотора 2013 и 2014 года. Отличие не только в наклейках. С 2012 года на Yamaha 5 стали устанавливать пластмассовые топливные баки. В остальном ничего не изменилось. Моторы абсолютно одинаковые, одинаковая модель, одинаковые запчасти. Напишите свое мнение, какой топливный бак лучше, металлический или пластмассовый. На площадках по продаже бэушных лодочных моторов нередко можно встретить объявление по продаже Yamaha 5. Указан год выпуска примерно 2015, но при этом у нее металлический топливный бак. Сразу становится ясно, что никакой это не 2015 год, это обман. Такой мотор может быть от 1990 года выпуска до 2011. Они выпускались абсолютно без изменений. Примерно до 90-х годов моторы были в синем цвете старого образца. На этой базе есть еще Yamaha 4. Модель 4А отличается по характеристикам и не раздушивается до 5 сил. Эту модель сняли с производства. И теперь мы ее в магазине не купим. Из японских 5-сильных двухтактников остались только Tohatsu 5. Но китайцы продолжают копировать и выпускать свои лодочные моторы на основе Yamaha 5, например, Си-Про или Тарпон. И в связи с этим к нам иногда обращаются с вопросом, а как же отличить оригинальный мотор Yamaha 5 от китайского мотора, выдаваемого за Yamaha 5. Мы уже выкладывали видео про Yamaha 9.9, как отличить от китайской подделки. Первое — это маркировки на блоке цилиндров, логотип Yamaha и шершавая поверхность, характерная для японского мотора Yamaha. Китайские блоки цилиндров в основном гладкие. Хорошо это или плохо, оставляйте свое мнение. Но на Yamaha они именно такие. На карбюраторе на крышке топливного насоса Made in Japan и логотип компании, которая поставляет карбюраторы для этих моторов. Пучок проводов собран аккуратно в эту резинку. Фирменная резинка обозначается маркировкой 6E0. На коммутаторе логотип Yamaha. На катушке должен быть номер. К нам уже привозили китайский 5-сильный мотор,
который был переклеен под Yamaha. И мы на его примере делали видео с акцентом на все основные отличия китайской подделки и оригинального мотора. Переходите по ссылке в описании и смотрите. Эти моторы очень надежные, неприхотливые. Сами по себе они не ломаются, а ломаются только из-за человеческого фактора. Но у этих моторов есть и свои минусы. Отсутствует головка блока цилиндра, отсутствуют ремонтные поршни, и в случае задиров в гильзе из-за масляного голодания или из-за перегрева расточить мы его не сможем. Придется менять весь блок цилиндров, скорее всего, на китайский, потому что оригинальные запчасти будут стоить очень дорого. Либо полностью замена мотора с продажей этого на запчасти. Эти моторы выпускались и без внутреннего встроенного бака. Возможность питания только с внешнего бака. На этом моторе есть возможность подключить топливо как с внешнего бака, так и с внутреннего бака. Здесь есть такой переключатель на внешний и на внутренний бак. Моторы мы еще не запускали. Но причина, по которой мотор номер 1 не едет, становится понятна сразу после открытия колпака. Вот тросик газа, который соскочил со своего посадочного места. И если мы даем газ, он почти не реагирует на газ. И здесь тросик тоже соскочил со своего места. Посадочное место должно быть там. Начинаем с проверки масла в редукторе на моторе номер 1. Смотрим состояние масла, смотрим на наличие воды, наличие стружки и всего лишнего. Масло чистое, стружки нет, воды нет. Неоднократные удары винтом могли повредить и шестерни, мог искривиться и грибной вал, поэтому все валы мы будем снимать и проверять на биение. Проверяем масло на моторе номер 2. Воды нет. Масло тоже чистое. И проверяем масло в моторе номер 3. Масло вроде без воды. Трос газа установлен в свои посадочные места. Все делается очень просто. Зафиксирован этим винтом. При снятии глушителя впуска через это отверстие устанавливается необходимый свободный ход, чтобы не было натяга и прослабления. Начинаем с мотора номер 1. Переключаемся на внутренний бак. Открываем воздушный клапан. Закрываем воздушную заслонку. Даем чуть-чуть газ. Проверяем, чтобы чека безопасности была установлена на кнопку. И можно запускать мотор. Убираем завышенные холостые обороты. Проверяем, чтобы работала контрольная струя воды. Мотор едет и работает отлично.
На рычажок закрытия воздушной заслонки Сергей установил вот такую ниточку для того, чтобы не потерять его. Имейте в виду, владельцы Yamaha, а также владельцы китайских моторов иногда теряют вот эти рычажки, потому что он устанавливается сюда просто на защелку. Вот так. А найти потом эти рычажки очень сложно. Мотор проверили, работает хорошо. Сейчас будем проверять мотор номер 2. Вода чистая. Нормально работает. И запускаем мотор номер 3. На всех 3 моторах веревочки, чтобы не потерять вот эту вот штуку. Вода идет нормально. Давай передачу посмотрим. Ну все. В принципе, все 3 мотора работают хорошо. И начинаем мы с мотора номер 1. Чтобы снять редуктор, нужно снять вот эту заглушку резиновую. Там находится муфта переключения передач. Включаем заднюю передачу и откручиваем этот болт под ключ на 10. Если задняя передача не включается, нужно немного провернуть гребной винт. Нужно только ослабить болт, но не выкручивать его. Подкручиваем 2 болта. Откручиваются 4 болта крепления корпуса помпы. Будем смотреть состояние крыльчатки. Открутили, смотрим стакан. Выработки нет. Смотрим крыльчатку. Хорошее состояние. Сливаем масло с редуктора. В редукторе всего 100 мл масла. Откручиваем гайку. Снимаем гребной винт. Далее будем снимать гребной вал. Тут намотано что-то. Это может быть причиной эмульсии, но воды в редукторе вроде нет. Аккуратно вынимаем. Шестеренки на этих моторах здесь такие прямозубые, а китайцы при копировании этих моторов сделали их немного косозубые, поэтому китайские шестеренки не подойдут сюда, только, наверное, комплектом. Шестерни в хорошем состоянии,
Никаких сколов нет. Снимаем редуктор с мотора номер 2. Точно так же откручиваем помпу. Какая-то помятая крыльчатка. Стакан в хорошем состоянии. Главное не потерять шпонку. А вот крыльчатку придется заменить, потому что есть надрыв лопасти. Пластина в хорошем состоянии. И вместе с изменением наклеек на колпаке изменился и грунт. Раньше он был зеленый, а теперь он стал графитовый. Сливаем масло. Здесь все чисто. Ставим пластинку. Пока сливается масло, мы меняем крыльчатку. Ставим корпус, проворачиваем вертикальный вал по часовой стрелке. Болты смазываем смазкой, чтобы потом их было легко откручивать. Шестерни в хорошем состоянии. От удара с ними ничего не случилось. И снимаем редуктор номер 3. Вертикальный вал с нагаром. Некоторые интересуются, нормально ли это. Да, это нормально. Тут выхлоп, поэтому вал покрывается вот таким нагаром. Вот эти болты помпы мы откручиваем впервые, потому что вот фиксатор на болтах ямаховский. В общем, один болт или закис, или на фиксаторе держится, не откручивается. Решили погреть, а то сломается. Сломали. Все-таки сломался болт. Непонятно, как он так закис. Не стали греть еще больше, чтобы не расплавить помпу. Хорошее состояние. Пластина в хорошем состоянии. И крыльчатка тоже в хорошем состоянии. Вот сейчас придется разбирать редуктор и высверливать или выкручивать этот залом. Под пластиной помпы вот такое окисление небольшое. Видимо, все-таки в морской воде побывал. И сняли обойму гребного вала на третьем редукторе. Шестерни все в хорошем состоянии. А вот шлицы гребного вала слегка провернуло от ударов. Аккуратно снимаем пластину помпы. Здесь сальник вертикального вала. И высверливаем залом. Резьба готова. Можно собирать. Скрученный вал имеет недопустимое биение 10 соток. Ну, попробуем его выправить. Если не получится, придется заменить. Второй вал 3 сотки. Это нормально. Ну и первый вал нам показывает
Вообще по нулям. Ну вот, поправили вал. Еще походит. Сняли карбюратор с первого мотора. Разобрали карбюратор и чистим. Сняли топливный бак. Идеально. Промыли его. И все то же самое мы будем делать с другими моторами. Слили топливо со второго бачка. Будем промывать и также снимать карбюратор. Разобрали и почистили второй карбюратор. Разобрали третий карбюратор. Ну, все три карбюратора были чистые, просто промыли их, продули. И также топливный бак вместе со всей топливной системой. Итак, все редукторы были собраны. Перед тем, как залить масло, мы проверили давление. Сальники менять не потребовалось, редуктор держит давление. Сейчас установка редуктора на свое место. У нас на канале уже было видео, как установить редуктор на мотор Tohatsu 5 лошадиных сил. Там есть некоторые нюансы по установке редуктора. Посмотрите, перейдите по ссылке. Включаем заднюю передачу для того, чтобы муфта показалась вот в этом отверстии, чтобы мы ее видели. Если этот болт развернут, то мы его разворачиваем к себе, чтобы мы его видели. Смазываем шлицы вертикального вала. Смазываем вот здесь уплотнение трубки охлаждения. Только не спрашивайте, какой смазкой мы пользуемся. Устанавливаем редуктор в правильном положении, под нужным углом. Тяга должна попасть вот сюда, в муфту. Далее вертикальным валом мы нащупываем нужное направление. Эту пальцем придерживаем для того, чтобы она не уехала. Затем тягой попадаем в это отверстие. Для удобства мы отсюда сняли уплотнительную резинку. Далее нащупываем пальцем трубку охлаждения, которую нужно установить в резиновое уплотнение, которое мы мазали смазкой. Затем проворачиваем коленчатый вал и попадаем в шлицы коленчатого вала. После долгих мучений редуктор у нас установлен. Затем намазываем консистентной смазкой резьбу. Промазываем все резьбовые соединения. Настраиваем переключение передач. Устанавливаем заднюю передачу на моторе. Устанавливаем заднюю передачу на редукторе, проворачивая гребной винт. Тяга переключения должна зайти до конца вниз. Затягиваем данный болт. После того, как мы его затянули, мы включаем здесь нейтральную передачу, чтобы гребной вал вращался без всяких щелчков. Включаем переднюю передачу, проверяем, есть ли передняя передача. Опять нейтраль и снова задняя передача. Но в основном, если на нейтрале ничего не щелкает, значит настроено правильно. Далее устанавливаем все необходимые заглушки. И на этом все. Установили второй редуктор. А на третьем редукторе надо будет подварить эту трещину. Киль мы выправили, а трещину подварим. Заварили трещину. Устанавливаем редуктор. Смазываем поворотный механизм через эту центральную тавотницу. Она здесь одна. Все, до тех пор, пока не пойдет смазка из какого-то места. В нашем случае она пошла и снизу, и сверху, и даже сбоку. Далее нам нужно смазать ручку переключения передач. Здесь тоже есть тавотница. Вот она.
Только очень много качать смазки не надо. Нужно смотреть под колпаком, потому что она может выйти отсюда, а мы не заметим и выдавим всю смазку под колпак. Все, она уже пошла. Здесь достаточно совсем немного. Далее смазываются шлицы грибного вала, но мы при установке винтов шлицы смазали. И смазываются также резьбы струбцин. Это делается вручную, либо через вот эти маленькие отверстия при помощи шприца. Итак, все три моторчика готовы. Приехал хозяин Сергей Митягин. И мы в честь того, что у Сергея теперь серебряная кнопка, решили сделать обслуживание мотора бесплатное. Сделать такой подарок Сергею. Все. Представляешь, что мне подарят, когда будет золотая кнопка, если будет. Спасибо. Все. Удачи на воде. Встретимся на воде, как говорится. Спасибо. Что хочу сказать. Я уже второй раз отдаю ребятам эти моторы на обслуживание. Они у меня новые, но все равно они столько натерпелись в этом в своей жизни. Их бьем. И чтобы в походе было все надежно, в тайге, тем более в автономке, надо, чтобы моторы были надежные и чтобы они не подводили. Поэтому вот, слава богу, что у нас есть такие ребята. Раньше возил в Владивосток, а сейчас вот узнал благодаря интернету, кстати, что у нас в Уссурийске тоже вот обслуживают так моторы. Поэтому сюда привез, мне правда сказали, что большая очередь. Ну, по какому-то великому блату сделали. Так что спасибо, пользуюсь и всем советую. Спасибо.